Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами Вивьена на канале Ведунья Вивьена. И сегодня мы сделаем мощный прогноз по всем знакам зодиака на 2023 год. И он будет действительно точный. Я не буду учитывать знак зодиака, который называется Змееносец, а он есть после Скорпиона. И, конечно, правильно, это 13 знаков. Кому надо, можете поставить на паузу и посмотреть. И все числа, и все посмотреть. А мы будем смотреть и предсказывать. И я буду по потоку говорить вам. Кому надо лично, еще остались места с 7 января на рождественские гадания, акция. Пожалуйста, плюс 995 593 36 95 44. Вайбер, Ватсап, Телеграм. Пишите и говорите. Пишите там, что прошу записать меня и оплачиваю по акции на рождественские гадания. Вот так. Ну и теперь начнем. Год 23, я еще сделаю отдельное видео, будет проходить по разным календарям. По одному календарю этот год проходит под Марсом. Я уже говорила в своей группе Telegram. Подписывайтесь туда. Я там много чего рассказываю, делаем практики. Под Марсом. Ну, Марс, понимаете, что такое Марс. Это конфликты, это разногласия, это какие-то действия, конфронтации. О, вылетело какое. Начинаем сначала. А по другому календарю Марс это... По календарю авестийскому Марс проходит под Юпитером и Сатурном. Ну, Юпитер – планета, которая может все, дает все. То есть в это время, да, все, видите, вылетают карты, начинаем все сначала. Новые отношения, новые. Когда можно достичь очень многого. Могу сказать про козерожек, вообще просто дополнительно. Козерожкам дополнительно дерзайте. Ну, давайте будем смотреть. Прям по порядку. Так, чтобы не вмещалось. Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев. Пока так вот разложу. Так, что ждет в 23 году? Овнов. Для овнов. Золотое руно. Но овны, как всегда, на коне. Овнам всегда везет. Овны такие огнем горят. Овны, вам придется включить всю свою волю, потому что золотой телец, всю целеустремленность. Если ваша цель на этот год осуществится, и нужно осуществить какой-то важный проект, и тогда у вас золотое руно везде. Дело в том, что в этом году вы будете направлены на какую-то даже душевную сферу, что не всегда овнам подручно. Но в любом случае, потому что золотое руно, и когда аргонавты плыли за золотым руно, сколько там было любовных приключений, любви, коварства и любовь. И вот в этом году такое будет у овнов. И придется приложить немало усилий, чтобы сконцентрироваться на делах, а не на каких-то душевных переживаниях и на муси-пуси, фуси-муси. И нужно в любом случае обязательно в этом году позволять себе отдых. В 2023 году, потому что карта «Золотое руно», можно, у кого нет семьи, я говорила, любовь, создать семью. Но нужно быть осторожны, чтобы вас не обманули. Так. И семья может быть очень счастливой, или отношения счастливы. У вас, у овнов, появится большая чувствительность к людям, придет умение. Вот как-то овны обычно противоречат всегда. Я права, я прав, потому что я прав. И смотри пункт 1. И задаче нужно научиться прислушиваться к внутреннему голосу. У кого-то будет какое-то странное и очень интересное обучение.
Ну, давайте дальше будем смотреть. Овны. Что ждет тельцов? Вот так вот разложу. Что ждет близнецов? Раков, львов. Я всех разложу, просто ну, не хватает здесь места. Вот даже рак вот, то есть лев не видно. Вот там. Потом дальше будем. Что ждет тельцов? Ой, тельцов тоже ждет такой, в общем, если будет Юпитер, под Юпитером, то ждет тоже отношения. И оно будет как-то в семью, все в семью, для себя, в семью. Прибыльный год в финансовом отношении, в финансовой сфере. Кому-то нужно открывать бизнес, фирмы, компании. Хоть пирожки печь, открывайте, делайте сами. Идет такое не раб, а вы сами по себе. Вы собственник. У кого-то будет просто переход на новую работу. И у вас будет, если вы не струсите, то вам будет дан зеленый цвет. Год для тельцов обещает появление новых знакомых, новых приятелей, новое окружение. Видите, сколько народу около вас. И будьте осторожны. Ну, тут для всех будут, так как у вас будут появляться мани-мани и добавляться мани-мани, денежки в кармане, то могут появляться и лживые друзья. Ну, давайте смотреть дальше. Близнецы. Близнецы. Что у нас с близнецами? Ну, близнецы, они такие, то туда, то сюда. Очень, самый один из, не хочу вас обижать, но самые такие вот, которые умеют обманывать, считается в гороскопе лживые знаки. Знак – это близнецы. Вот у них сегодня пятница, завтра понедельник, и они так умеют выкручиваться, так умеют, и они умеют так придумывать и сочинять, что сами верят в это. У кого-то это замечательно получается и не мешает другим. Но помните, не надо врать. Ну, вы такие. И хорошие, и плохие. Мы все знаки разные. И хорошие, и плохие. Так, близнецы. Год будет не очень легким. Видите, надо будет на гору забираться. Надо будет на гору забираться. Надо будет преодолевать трудности. Потому что будут разногласия с коллегами. Кто-то вас действительно... поймает на каких-то, не совсем правде. И могут быть у близнецов, да, в этом году конфликты в семье. Пробуйте сразу все отслеживать и сразу пресекать. То есть не вступайте сами в конфликты. Если видите, что что-то у вас происходит не так, отходите от этих людей. Будьте, потому что у вас все время нужно преодолеть трудности, в гору идете. Будет очень хотеться доказать свою правоту. Нет, здесь не надо ничего доказывать. Нужно просто повернуться и уйти, нейтрализовать. Могут появиться, потому что вы, вот карта такая, что вы пан, вы поднимаетесь кверху. И если вы будете идти вперед, преодолевать препятствия, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. А вы будете именно в гору, как альпинист, достигать вершин. И тогда у вас будут новые какие-то направления в деловой сфере. И захочется все преодолеть и добиться успеха. Кто будет лежать на попке на диване, то год будет очень наказывающим, потому что этот год уже четкого перехода на новые уровни. А близнецы вот они такие. Вам надо, чтобы кто-то обязательно волшебный пендюлек там вставил. Нужно обязательно кого-то поиметь, кто даст для ускорения. Потому что здесь идет достижение целей. Давайте смотреть, что у нас рак. Раки у нас семейные такие. Они не могут без семьи. А у них какие-то новые начинания. Новые начинания. Духовное что-то. Вот новые начинания. У кого нет семьи, отношений, то это год для создания семьи. Новых судьбоносных знакомств, потому что вот все заново, новое. И радостный прилив, птички поют, бабочки летают, бабочки. Могут беспокоить, вдруг вас беспокоят бывшие какие-то партнеры, кавалеры или дамочки, у кого кто смотрит, мужчины и женщины, потому что здесь могут смотреть все. Возможны какие-то поездки, командировки, путешествия. И еще, то есть кто раки, в это время очень хорошо вкладывать деньги в обучение. Оно даст вам тогда очень благотворный результат в дальнейшем. И
нужно будет обязательно заняться спортом, йогой, вот таким вот. Вообще, может быть, пройти какие-то курсы по рейки, по йоге, еще что-то по медитациям, регрессивному гипнозу. Вивьена приглашает всех и на обучение регрессивному гипнозу, а также можно и участвовать в сеансе. Можно узнать и будущее, можно почиститься. Это настолько увлекательно. Вот ракам рекомендуется пройти такие курсы. И это все нужно для восстановления нервной системы. Вы будете как-то очень нервны в этом году. И потому что в 23-м году у вас новый уровень, духовный уровень, где вы будете учителем и проводником. Вам даны очень большие возможности. И можете получать, у вас доходы могут быть из разных источников. То есть, может быть, основная работа, еще какие-то подработки. Такие вот, может быть, дома, например, будете вязать носочки и продавать, я образно говорю. И еще нужно обратить внимание на то, что вот если работу искать или что-то вот связанное с детьми, с какими-то такими вот развлечениями детскими, ну что-то вот связано такое вот. Детские сады, центры, клубы, не знаю как, может быть, это вы будете в семье делать, еще что-то, помогать, например, своей племяннице или кому-то. Но вот такой у вас идет год такой, год семейный. И лев. Что у нас льву? Львы у нас такие, ой, львы у нас, ой, львы у нас детство у них как-то играет. В 23-м году будете чувствовать себя львы, но они всегда в центре внимания, они же у нас цари зверей в джунглях. И вы даже будете, знаете, вот карта выпала, мальчик на козе. То есть вы будете всех удивлять, вы будете в центре внимания, и вы будете всех удивлять. К вам будут прислушиваться, присматриваться. Если вдруг вы оденете красные штаны и желтую рубаху, то все будут говорить: о, новое веяние в моде, о, точно, точно, точно. И оранжевые еще ботинки, прям все оденутся так же. К вам будут прислушиваться, обращаться за советом львы. Но львы такие, они всегда тоже такие: мы правы, потому что мы правы, я же царь зверей, вы чё, вы чё? Вот. И вы будете вот в это время сами людей обучать, доносить им верные жизненные ценности, потому что у вас уже накопятся какие-то знания, жизненные знания, вы будете это передавать людям как светоч. И людям это будет очень важно. Еще, львы, не забывайте уделять время для своих близких и в семье. Вот вы очень любите тоже работать, встречи, еще что-то, но не делайте так, чтобы ваши дети, ваши в семье, кто-то родственники, они не были как бы брошены, потому что они будут так обижаться, и это приведет к конфликтам. И эти семейные конфликты могут обернуться очень нехорошо. Даже у некоторых могут быть, ну, если это семейные отношения, даже до разводов дойти. Поэтому не надо. Можно все приостановить и все гармонизировать. Ну, теперь мы дальше будем смотреть. У нас осталось это вот сюда. Ну, давайте смотреть дальше. Смотрите для своих знакомых. Девы, весы, скорпионы. Так, что у нас ждет? Ой, выскакивают карты, хотят говорить. Что у нас ждет? Дев, весов и скорпионов. Что у нас ждет? Дев, весов и скорпионов. Так. Девы наши, девы. Девы наши, девы. Девы. У кого-то вот какие-то у дев разбирательства. Разбирательства будут. У кого-то судебные дела. Возможно, подписывание каких-то контрактов. Дева. Год у вас будет, это шанс воплотить в жизнь самые невероятные идеи. И вот эти идеи вы будете воплощать вот на каких-то советах, ну, я говорю, вот суды, советы, на каких-то конференциях. Вот вы где-то будете свои мысли доносить, новые мысли, неординарные мысли. Вы будете
записывать их, сохранять. И этот год, 23-й, для вас это отличная реализация ваших всех начинаний и мыслей, которые раньше вы когда-то положили даже в какой-то ящичек. Большой шанс повышения для вас, девы, должности и как бы назначения. Вот видите, карта суд, вот эта вот карта судебная, а на самом деле это не упустите момент, потому что вас могут повысить. Или вы сами себя повысите в бизнесе, у кого есть свой бизнес, или вас могут повысить в должности. И можно стать лидером в коллективе в это время. Девы же тоже трудяшки, трудяшки, трудяшки. Да, они немножко нудные, но они трудяшки. Если они себе задали цель, то они обязательно дойдут до финиша. Обдерут все коленки, но дойдут. И 23-й год это такой. И вас за это в 23-м году будут уважать и любить. И будут с вами советоваться. С близкими может быть некоторая холодность, потому что на 23-й год вам больше захочется работать, куда-то вкладываться, получать за это материальные блага. Потому что вы даже, возможно, захотите получить новую профессию, новые знания. Что-то новое грядет в 23-м году. И вы это выиграете. Весы. Ух ты! У весов, весы тоже у нас тудым-сюдым. Но весы, будьте осторожны, потому что у вас будут очень прибыльные проекты, но вы можете забыть о морали и пройтись по головам. А вам это нельзя. Вам нужно идти только честным путем в 23-м году, и будут тогда хорошие доходы и хорошие заработки. Ваши знания и умения сделают вас человеком, которого уважают. И еще раз говорю, чтобы вам не вскружило эту голову, потому что вышел ящик Пандоры, иначе вы, добившись каких-то успехов, материальных успехов, еще в чем-то, то можете подняться и как в башне и упасть. Поэтому здесь нужно быть осторожным, только соблюдая духовные и моральные правила. Потому что если вы по головам пойдете или будете вот так вот гармонию отсекать и просто напролом, то вы потеряете своих друзей и своих приятелей, и потеряете и близких. Так нельзя. То есть идет, что очень большие доходы, но праведным путем. То есть путем не обязательно, что праведным именно по морали и по духовности. И тогда год принесет очень много друзей, и у вас, кто весы, присмотритесь, у вас может быть новая встреча, судьбоносная встреча. И нужно в этом году для весов быть дипломатами. Вот тогда это принесет огромные большие доходы. Увеличение материальных благ. Скорпионы. Они, как всегда, скорпионы, захотят все поменять, даже дом поменять, куда-то вообще уйти, поменять все. Скорпионы. Они захотят поменять и сферу деятельности, и отношения. И очень будет большой выбор в 23-м году. И стараться надо будет вас опираться на свою осознанность и зрелость. И прежде чем что-то сделать, всегда задавайте себе вопрос, какая у меня цель, что я при этом получу, для чего я это делаю. И не спешите, если вы вдруг что-то захотите разорвать, какую-то другую работу, отношения. Подождите, сначала взвесьте все. Возьмите листок бумаги, напишите на нем плюсы и минусы и сделайте вывод. Вот у скорпионов нужно обязательно в этом году вдумываться и делать, анализировать и ставить резюме, а потом тогда решаться на какие-то конкретные действия. Можно отправляться скорпионом в 23-м году в путешествия, в дальние страны, переезды. Отличный способ отдохнуть и принять важные решения. Что у нас ждет? Вот у нас уже остальные знаки. Поэтому говорю, смотрите для своих родственников, детей. Делайте перепост этого видео, потому что это видео, посмотрите, судьбоносное у вас обязательно это все произойдет. Я потом его распечатаю и в сообществе выложу. Так, стрельцы, козерожки, ножки,
водолейки, бармалейки и рыбы. Вот я вот, рыба просто тут не входит. Ну, давайте смотреть, что у нас у стрельцов. Стрельцов, молодцов. А у стрельцов семья, семейные какие-то хитрости. Знаете, будете в каких-то интригах. Стрельцы очень любвеобильный, самый знак такой, да, самый такой влюбленный. Еще хочу сказать, вообще не про стрельцов, а вообще, что в 23-м году вот эта ситуация, ужасная ситуация между двумя народами, она внесла все народы, она будет заканчиваться. И уже к весне это будет как-то уже устаканиваться, а к маю месяцу это действительно уже и начнется восстановление. Я потом еще кое-что скажу на другом канале. Я маленькие видео выложу на предсказания и сделаю еще большое видео. Про стрельцов мы сказали. Стрельцы молодцы. Нет. В стрельцах, значит, в этом году получение новых знаний в разных сферах. В разных странах можно получать образование. Ну, это у кого как, вы смотрите под себя. То есть здесь идет тоже изменение. Год очень изменчивый. И идет такое у стрельцов не распыляться. То есть выбрали одну цель, идите к ней, потом другую, следующую еще. Не все вот так вот в одном флаконе. Тогда получится каш-малаш, каша-дружба с протухшим маргарином. Нет, так нельзя. И для некоторых представителей действительно реален переезд в другую страну или на другую работу, как бы она, может быть, удаленно даже будет. И если вы чего-то боитесь, вот начинать боялись в 22 году, то 23 год для стрельцов очень хорош, для новых начинаний, для перемены места жительства, для покупки, для аренды. Планеты в этом году благоприятствуют, ну, они большинство знаков благоприятствуют отношениям, созданию семьи. И если кто-то молодой, то планируйте ребенка, у кого-то планируйте внуков. И год такой будет относительно финансово стабильный. То есть таких скачков, может быть, не будет, но будет как-то вот стабильненько. Это мы про стрельцов. Ну, а теперь козерожки, козьи ножки-то. Ух ты, тут тоже Гера. Ну, козерожки у нас такие. Вивьена Козерожка. Вот тут прям показано. Вот она, ведьма-то. Гера и Симона. Ведьма показана. Козерожки, да, тут идет такое, что вы в этом году, у вас полный успех, но дело в том, запомните, козерожки, это главное у вас. Все, что вы заработаете, получите материальное, что угодно в этом году, это только для вас. Ни в коем случае не отдавать, а мы же так любим. Ну как же, у меня вот есть, я должна помочь и Васе, и Маше, и ребеночку своему, и внучкам. Ничего нельзя. Если вы хоть что-то отдадите вот так вот подарочно кому-то, вы потеряете все, и эта потеря будет на несколько лет. Запомните, вам дается, что вы можете взлететь и материально очень много получить в этом году, но ничего нельзя отдавать. То есть все ваше – это ваше. То есть вы можете покупать только себе. Вы хотите ребенку купить квартиру? Покупайте на свое имя. А все остальное, то есть я имею в виду для взрослых детей. А для маленьких детей, да, маленькие дети, мы за них несем ответственность. Это понятно. А вот если взрослые лбы, дяденьки и тетеньки, то ничего не давать ни мужьям, ни братьям, никому. Запомните, это самое важное у вас будет. Год вашей трудовой деятельности. Вы будете работать, работать и работать. Но еще выходит, что у кого-то это будет, что карьера именно в знаниях таких эзотерических. И в этом году вам нельзя ни с кем конфликтовать, потому что могут быть появиться недоброжелатели, которые будут воздействовать на ваши эфирные тела. То есть какие-нибудь бабульки-колдунки или мальчишки-колдунишки, шалунишки. Поэтому не вступайте в конфликты. Увеличение заработной платы, у кого-то в бизнесе доходы. Вы реализуете то, чего вы действительно не могли как-то реализовать. И вдруг появится возможность реализовать то,
что ваши планы, которые лежали в столе на бумажках, теперь вы точно знаете, как их нужно будет реализовать. Могут открыться какие-то вот творческие способности или способности к эзотерике. И в этом году, козерожки, работайте, работайте, но ходите в театры. Ходите, вот сейчас там елки, еще ходите вот на такие мероприятия. Ну, кто-то любит рестораны, клубы, ходите в рестораны, клубы. Посещайте чего-то вот в этом году, вам это надо. Вкалывать, а потом как? Отдохнуть. Ну, что нас ждет Водолеев? Водолеи в этом году немножко будет трудновато. Да, на войне, я на тебе как на войне. Да, они в этом году у Водолеев как на поединке. Ему будет хотеться, Водолеям всем будет хотеться нового. И желательно быстро, но нельзя так быстро. Вы будете, понимаете, вы будете хотеть быстрости, а столкнетесь как будто все как в киселе, все как-то медленно, все как-то... И надо сдерживать вот свою такую вот агрессию к окружающим, их консерватизм, но нужно сдерживаться. И рассмотрите это просто вот, что это вам приходит опыт общения с людьми, общение стать там, быть выше людей, там, начальником. Что еще водолейки нас? И вам нельзя, водолеи, в этом году выпячиваться, показывать, я лучший, хотя водолеи – это гении. Рожденные водолеи – это вот из гениев 90% людей, вот кто гении есть, выдающиеся люди и гении – это водолеи. Ну вот такие они, водолеи. Они очень странные люди, с ними очень сложно общаться. Они живут в каком-то своем мире. Но они гении, на то они и гении. Это у них рождаются идеи, которые просто могут изменить весь мир. И в этом году вы будете таким. Этот год – это ваша трансформация и в партнерских отношениях, и в деловых. И вы научитесь быть и слушателем, и помощником, и начальником, и подчиненным. И вы вдруг научитесь в этом году быстрости и размеренности. И все ваши планы, водолеи, тогда осуществляться. Прям вот только подумайте, и все будет происходить. Карта как поединок. Этот год будет для вас поединок. И вы в этом году должны стать победителем в этом поединке. Возможно, будут поездки, командировки и даже в другие страны. Может быть, просто поездки, как кто-то купит автомобиль, будет ездить. Но здесь идет движение. И я вам говорила, что после Стрельца идет знак Змееносец. Его не вписывают. Он с 30 ноября по 17 декабря. Но обычно смотрят на 12 знаков. Но надо смотреть именно на 13. И наши рыбки. Ой, рыбки, какие они рыбки. Ой, рыбки будут в коллективе. Рыбки будут в коллективе. Но рыбки будут выявлять предателей на своей территории. В семье, на работе. И на первое место в этом году у рыб творческое начало. Они будут пытаться воплотить задуманное, то, что когда-то они не смогли осуществить, те их мечты и желания. И вдруг вы в 23-м году вдруг понимаете, что ой, я хотел учиться на гитаре, а гитары нет. А тут сосед приехал, и он стал вашим учителем. Я просто привожу вам так вот, чтобы вы понимали. Еще что-то. Или вдруг вы хотели научиться работать в разных дизайнерских программах и нашли учителя, который вам это сделает, и вы научились или сами научились. Кто-то захочет очень много петь, не знаю почему. Вот. И связано с творчеством, кто-то рисовать. Вот у рыб вот будет такое. Кто-то начнет табуреточки делать, кто-то раскрашивать стены, кому-то захочется сделать дома ремонт. И не просто поклеить обои, а самому разрисовать эти стены. Ну вот что-то такое у вас будет. И в этом году у рыб идет такое, что вы сможете найти дело и работу,
которая будет вам по сердцу. И тогда она будет вам давать очень хорошие материальные блага. И запомните, если вы ходите на работу, вы ее ненавидите, она никогда не будет давать вам материальных благ. И даже если будет очень большая зарплата, эти деньги будут улетать в никуда. А если мы занимаемся тем, что нам по душе, по сердцу, это дает всегда большие материальные блага. Главное, с любовью к этому относиться. Очень будут кто-то помогать рыбам в этом году и финансово, и они будут благодарны за это. Рыбам надо беречь свое здоровье в этом году, побольше находиться на природе, на море, у реки, в лесу, просто бегать босиком по траве. И главное, что для рыб в этом году нужно убрать страхи. Это вообще ко всем относится. Когда мы не боимся и без страхов, у нас все получается. Пишите в комментариях, я уже вам все время говорю, а вы забываете. Мой паспорт, моя визитная карточка мастера, все мои осознанные и неосознанные страхи. Мастер с большой буквы, потому что мастер – это вы. Вот мы сегодня посмотрели гороскоп на все знаки зодиака. Делайте перепост этому видео. Всем благ, радости и добра. С вами была Вивьена, и я готовлю вам предсказания на 23 год. 23 год будет очень решающим. Сложным, но очень решающим, потому что это будет рывок в небеса. Пока-пока.